Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Скальпель мягко вошел в ткань. «Держите крючки ровно», — сказала я ассистенту, не поднимая глаз. «Если уроните в брюшную полость, я вас самого там оставлю». Ассистент побледнел. Он всегда бледнел, когда я шутила, потому что не был до конца уверен, что это шутка. За 20 лет хирургической практики я выработала выражение лица, при котором ни одна шутка не звучала как шутка. Это, между прочим, полезный навык. Пациенты реже задают лишние вопросы. «Сукцинил холин», — скомандовала я, — «и не жалейте». Анестезиолог, сухонькая женщина с лицом, на котором навеки застыло выражение человека, ожидающего катастрофу, ввела препарат. Мышцы пациента расслабились, и я продолжила операцию. Сердце на мониторе плясало, как заяц на барабане. «Давление?» «Падает», — сказала анестезиолог. «Ну, разумеется, падает. Куда же ему деваться? Зажим, быстро!» Мне протянули зажим, я наложила его на сосуд, кровотечение остановилось, монитор выровнялся. Анестезиолог выдохнула с таким облегчением, будто у нее самой только что перестал болеть зуб. «Шьем», — сказала я. 4 часа. 4 часа я стояла у стола, согнувшись над чужой печенью, и перекраивала ее так, будто это было кружево на салфетке. Когда все закончилось, я выпрямилась, и спина сказала мне спасибо так громко, что услышали в соседней операционной. «Жить будет?» — спросил ассистент. «Все будут жить», — ответила я. «Это, знаете ли, моя профессиональная установка». Я стянула перчатки 2 пальцами от запястья к кончикам, как меня учили еще в интернатуре, и бросила их в утилизатор. Потом вымыла руки тщательно по локоть, с мылом дважды. Меня иногда называли помешанной на асептике. Я считала это комплиментом. Раздевалка пахла дезинфекцией и чужими духами. Я переоделась, натянула свитер, посмотрела на часы. 10:30. Смена закончилась. На столе дежурила кружка с остывшим чаем. Я допила его в 3 глотка. Остывший чай, если честно, был моим фирменным напитком. Горячий я пила только в тех редких случаях, когда успевала его выпить, пока он не остыл. Это случалось примерно раз в 5-летку. Сев в кресло, я откинула голову на спинку. Потолок в раздевалке был белый, с трещиной в углу, похожей на молнию. Я смотрела на эту трещину каждый конец смены. Она стала мне почти родной. «Вот если бы меня сейчас спросили, — подумала я, — чего мне хочется больше всего на свете, и я бы ответила: чаю, горячего, чтобы кто-нибудь принес его мне и сказал: пейте, Маргарина Ватрен, вы заслужили». Никто, разумеется, не пришел. Я закрыла глаза, а когда открыла, обнаружила, что сижу на стуле с гнутой спинкой в комнате, похожей на канцелярию из фильма про XIX век. Здесь были стол, дубовый, потертый, стопка бумаг, очень высокая, чернильница с настоящими чернилами, как выяснилось потом, и человек за столом. Человек выглядел так, будто его собрали из деталей разных эпох. Фрак оттуда, очки отсюда, манера держаться непонятно откуда. Он смотрел на меня поверх очков с выражением кассира, которому объясняет, что билет нужен вчерашним числом. «Маргарита Ватрен?» — спросил он. «Да». «Хирург?» «Да». «Мертва». «Что?» «Мертвы», — повторил он с безразличием, с каким сообщают о задержке рейса. «Инфаркт миокарда обширный. Вы допили чай, закрыли глаза, и вот здесь. Быстро и без мучений. Считайте, повезло». Я посмотрела на свои руки. Руки те же мозоли от скальпеля, пульс на запястье был. Я прислушалась к себе, сердце стучало. «Но я чувствую себя живой», — сказала я. «Разумеется, вы и есть живая, просто не там». Он снял очки и протер их полой фрака.
Позвольте представиться. Архивариус. Не имя, должность. Имя вам не нужно, поверьте». «Мне очень много чего нужно», — сказала я. «Во-первых, объясните, что значит «не там». А во-вторых, что это за место? А в-третьих...» «В-третьих, вы хотите знать, зачем я вас вызвал?» — перебил он. «Позвольте, я объясню все сразу, потому что у нас мало времени. Нет, время у нас, конечно, есть, но я не люблю долгих разговоров». Он достал из стопки бумаг одну, пожелтевшую, с печатями, и положил передо мной. «Существует одна маленькая проблема», — начал он тоном лектора. «В одном маленьком городе живет одна молодая женщина по имени Берта де Тальне. Ее отец был аптекарь, и дед аптекарь, и прадед аптекарь. Родственников у Берты нет. Жива ли Берта — вопрос философский. Тело ее здесь, а душа убыла. Вот», — он постучал пальцем по бумаге. «Вакансия. Тело свободно. Город нуждается. А вы хирург. Предлагаю. Вы занимаете вакансию, город получает лекаря, а вы получаете второй шанс». «Вы предлагаете мне переселиться в чужое тело?» «Я предлагаю вам занять рабочее место. Тело — это рабочее место хирурга, не так ли?» Я молчала. Не потому что думала, а потому что не знала, что сказать. В моей жизни были странные предложения. Например, мне однажды предложили оперировать пациента на кухонном столе, потому что скорая застряла. По сравнению с этим вполне разумное предложение. «У меня есть условия», — сказала я. «Слушаю». «Первое. Я продолжаю работать как хирург. Не как знахарка, не как травница, а как врач. Второе. Никаких отступлений от моих профессиональных принципов. Асептика, диагностика, доказательная медицина. Третье. Третье. Вам нужен горячий чай», — сказал архивариус, и в его голосе мелькнуло что-то похожее на улыбку. «Договорились. Подпишите вот здесь». Он протянул мне перо. Обычное гусиное перо. Я взяла его, обмакнула в чернильницу и подписалась. М. Ватрен. Чернила были теплыми. «Добро пожаловать на работу, доктор», — сказал архивариус. «И поосторожнее с домовым». «С кем?» Но он уже махнул рукой, и канцелярия поплыла, как отражение в луже, в которую бросили камень. Я пришла в себя на кровати, которая скрипнула так, будто ее оскорбили. Комната была небольшая, с низким потолком, балками и окном, занавешенным полотняной занавеской. У стены шкаф, стол, табурет, на столе пустая чашка и кусок хлеба. Я посмотрела на свои руки. Другие, тоньше, уже без мозолей от скальпеля. Я встала и подошла к маленькому зеркалу на стене. На меня смотрела молодая женщина, лет 25, с темными волосами, бледным лицом и глазами, в которых было что-то отсутствующее. Как будто кто-то внутри ушел за хлебом и забыл вернуться. «Ну, здравствуй, Берта», — сказала я своему отражению. «Я Маргарита. Надеюсь, ты не будешь против, что я заняла твое место, раз ты все равно ушла за хлебом». Я провела рукой по лицу, чужому, но теперь моему. Подняла край юбки, сорочка, чулки, туфли у кровати, платье на вешалке. Все простое, все чистое, все пахло лавандой. Я спустилась по лестнице на первый этаж. Дом был старый, каменный, с толстыми стенами и окнами со ставнями. На первом этаже большая комната, которая явно была когда-то аптекой. Полки, банки, весы, ступка. Все покрылось пылью. Паутина висела гирляндами. А запах стоял такой, будто дом держали в закупоренном состоянии лет 10. «Прелестно», — сказала я. «Прямо операционная. Только без асептики, наркоза и электричества». «А чего ты ждала?» — раздался голос. Я обернулась. «Никого».
«Вот что», — сказал голос. «Я не знаю, кто ты такая и откуда взялась, но если ты тут для того, чтобы шуметь и трогать мои банки, то я не давал разрешения». Голос исходил откуда-то из-за угла, за печкой. Я прищурилась. В полумраке что-то шевельнулось. Сначала я подумала кошка, потом присмотрелась. Существо, размером с крупного кота, но сложения человеческого. На нем были короткие штаны, жилетка, борода, все серое, будто выцвевшее, а глаза круглые, внимательные и недовольные. «Ты домовой?» — спросила я. «Я фирмен», — ответил он с достоинством. «Хранитель этого дома. И мне не нравится, что ты в нем». «Мне тоже пока не нравится, что я в нем», — сказала я. «Так что мы квиты. Фирмен, скажи мне, давно ли кто-нибудь убирался в этой аптеке?» «Берта убирала», — ответил он, и в его голосе мелькнула тень чего-то, что у домового, видимо, заменяла нежность. Берта была тихая, Берта не шумела, Берта не приходила и не говорила прелестно таким тоном, будто ей предлагают жить в свинарнике. «Фермен!» Я присела на корточки, чтобы быть с ним на одном уровне. «Я не Берта!» «Я вижу!» Берта не приседала передо мной и не разговаривала так, будто я собеседник на ярмарке. «А как Берта с тобой разговаривала?» «Никак!» Она ставила мне молоко и не разговаривала. Молчание – прекрасная вещь. Рекомендую. «Фермен, я хирург. Я молчать не умею. Это профессиональное. Мне нужно давать команды, сообщать диагнозы, объяснять пациентам, что им нельзя есть сало». «Сало?» Фермен так подпрыгнул, что борода стала дыбом. «Что это за слово? Какое такое сало?» Я сказала сало. Это... Я осеклась. Другой мир, другие привычки, неважно. Слушай, Фермен, я собираюсь открыть здесь аптеку и приемную. Этот город, судя по виду этой комнаты, нуждается в медицине больше, чем в молчании. Фермен посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом. «Ты не Берта», — сказал он. «Ты уже это говорил». «И буду говорить, пока не пойму, что с тобой делать». «Со мной не нужно ничего делать. Мне нужно поставить тебе молоко, раз уж тут у вас такой обычай, и не мешать наводить порядок». «Молоко?» — повторил Фермен с подозрением. «Ты знаешь про молоко?» «Я много чего знаю, но ты же сам сказал, что Берта ставила тебе молоко. А я в своем мире 20 лет была хирургом». «В твоем мире? В твоем мире, надо полагать, дома не имеют хозяев, и любой может войти и начать командовать». «В моем мире дома стоят миллионы, и командуют в них банки, а не домовые. Но это длинная история. Фермен, здесь есть лаборатория? У отца Берты была лаборатория?» Фермен помолчал, потом нехотя кивнул. «В подвале. Но ты туда не ходи». «Почему?» «Потому что я так сказал». «Фермен», я выпрямилась. «Я оценю твое мнение, но я спущусь в подвал». «Я запру дверь». «У тебя нет ключей». «У меня есть гвоздь, и я умею быть очень назойливым». Я посмотрела на него, он посмотрел на меня. Мы поняли друг друга. Это была не капитуляция, это было перемирие. Подвал оказался лучше, чем я ожидала. Хуже, чем надеялась, но лучше, чем боялась. Стол с вытяжным колпаком, реторты, ступки, весы, несколько банок с высохшими экстрактами и книги. Полка книг, рукописных и печатных, на латыни и французском. Травники, фармакопеи, записи отца Берты. Я полистала одну тетрадь. Аккуратный почерк, точные наблюдения. Старик знал свое дело. Он не был хирургом, но он был толковым аптекарем. «Фермен!» — позвала я. «Я здесь!» — раздался голос сверху. «Я наверху, и я не спускаюсь!» «Фермен, а здесь есть чистое стекло? Мне нужны флаконы». «Берта мыла флаконы каждый месяц, а не в ящике под столом». «Ты скучаешь по Берте?» — сказала я.
Тишина. Долгая, густая тишина. «Берта», — сказал наконец Фермен тихо, — «не шумела». Я не ответила. Достала флаконы, вымыла их, вода в колодце была и мыло было, и разложила на столе. Потом поднялась наверх, нашла в кухне молоко, налила в блюдце и поставила на край стола. «Вот», — сказала я, — «молоко, как Берта тебе наливала». Фермен появился из-за печки, подошел к блюдцу, понюхал, посмотрел на меня. «Это не жест», — сказал он, — «это подкуп». «Разумеется», — ответила я, — «но молоко настоящее. Пей». Он выпил. Потом вытер усы тыльной стороной ладони, ладони у него были маленькие, как у ребенка, и сказал: «Ладно, можешь остаться. Но если ты будешь трогать мои банки на верхней полке, я буду шуметь по ночам». Договорились. А мои банки на нижней. Их тоже не трогай. Мне они не нужны. На нижней полке пыльно. Вот именно. Завтра начинаем уборку. «Мы?» – переспросил Фермен с ужасом. «Мы», – кивнула я. «Ты будешь указывать, где пауки, а я буду их выметать». «Это самая ужасная вещь, которую я слышал за 100 лет», – сказал Фермен. Уборка заняла 2 дня. 2 дня я мыла, скребла, терла, выметала и протирала. Фермен сидел на верхней полке и комментировал. «Ты гонишь паука! Паук жил здесь 7 лет! 7 лет! Ты изгоняешь жильца, который здесь был еще до тебя!» — говорил он. «Паутина не асептика, Фермен». «Асептика!» — повторил он. «Что это за слово? В моем доме не было никогда никакой асептики, и ничего, жили». «Жили», — согласилась я, протирая полку, «и умирали от заражения крови, вероятно, с завидной регулярностью». «От чего?» «Неважно. Дай мне ту банку». «Это моя банка». «Фермен». «Ладно, но потом поставь на место». Я ставила банки на место, клеила на них этикетки, сортировала. Спирт отдельно, настойки по алфавиту, сухие травы в бумажные пакетики. Фермен наблюдал, цокал языком и периодически вздыхал так, будто я совершала нечто непристойное. К вечеру 2-го дня аптека выглядела как аптека. Не как современная, конечно, но как аптека из приличного прошлого века. Полки сияли, весы были вычищены, ступка блестела. «Ну?» – спросила я, уперев руки в бока. «Ну?» – сказал Фермен. «Стерильно. Жить здесь нельзя». «Можно и нужно». На 3-й день пришел посетитель. Не пациент, посетитель. Молодой человек, высокий, в очках и с грудой книг под мышкой. Он остановился у двери, открыл рот и несколько секунд молчал. «Мадемуазель Берта?» – спросил он наконец. «Да», – сказала я, – «а вы кто?» «Гаспар Лемуан, я библиотекарь. Ваш отец...» Он запнулся. «Ваш отец заказывал книги у меня в библиотеке монастыря. Я принес те, что пришли после того, как...» «После того, как он умер», – закончила я. «Спасибо, месье Лемуан, входите». Он вошел, поставил книги на стол, и в этот момент с верхней полки раздался голос. «Опять ты с книгами! Раньше хотя бы молока приносил!» Гаспар вздрогнул и побледнел. «Он разговаривает?» «Это Фермен», — сказала я. «Он хранитель дома, не пугайтесь». «Я не пугаюсь. Я просто не знал, что он разговаривает». «Я не разговариваю», — заявил Фермен. «Я комментирую. Это разные вещи. И я тебе не он. Я Фермен». «Простите, месье Фермен». «Месье. Месье, он говорит. Берта никогда не называла меня месье. Берта вообще меня не называла, и было хорошо». И я посмотрела книги. Фармакопея, травник подробный. И, о чудо, руководство по анатомии. Старое, гравюры, ну точные. Я прижала его к груди. «Месье Лемуан», — сказал я, — «вы мой самый любимый человек в этом городе». Гаспар покраснел так, что очки запотели. «Я просто библиотекарь». «Просто библиотекарь», — повторил Фермен с верхней полки. «Скромный, тихий, книги носит, молоко не носит, заметь». «Фермен», — сказала я. «Что?» «Помолчи».
Она мне говорит, помолчи. Мне, хранителю этого дома. Мне говорят, помолчи. Гаспар, не зная, куда деться, уронил одну из книг. Фермен закатил глаза. Вечером, когда Гаспар ушел, Фермен, наконец, снизошел до разговора. «Сядь», — сказал он, — «мне нужно тебе кое-что рассказать. Не потому, что я хочу, потому что иначе ты натворишь дел, а мне расхлебывать». Я села. Он перебрался со своей полки на стол, спрыгнул, как акробат, и сел напротив, свесив ноги с края. «Этот город, — начал он, — называется Вильнёв-Сюр-Лу. Маленький, 1000 человек всего, может, чуть больше. Мэр Юбер Дюваль. Человек пустой, как барабан. Шумит громко, внутри пусто. Главный в городе доктор Приво. Агюстен Приво, лекарь. Единственный, ты понимаешь?» «Единственный лекарь», — кивнула я. «Единственный! И он!» Фермен понизил голос, будто Приво мог услышать. «Он не любит конкурентов. Не любит. Совсем. Прежде аптека твоего отца работала. Отец был аптекарь, не лекарь. И Приво терпел. Но когда твой отец умер, а Берта, ты, то есть Берта, перестала, Приво вздохнул свободно. А вот тут ты, с книгами, с банками, с асептикой». «Я не конкурент, Фермен. Я врач. Городу нужен врач». «Городу нужен Приво», — ответил Фермен. «Так думает город, потому что Приво так говорит. А что Приво говорит, то мэр повторяет. А что мэр повторяет, то город и делает, понимаешь?» «Понимаю», — сказала я. «Монополия на лечение». «Монополия на болезнь», — поправил Фермен. «Приво лечит. Или делает вид, что лечит. Кто болеет, тот идет к Приво. Кто идет к другому, того Приво не любит. И Приво имеет друзей в совете, много друзей, ты понимаешь?» «Я понимаю, что доктор Приво – проблема». «Нет, Приво не проблема. Приво – стена. А ты муха, которая летит в стену». «Спасибо за сравнение, Фермен. Очень обнадеживает». «Я не обнадеживаю, я предостерегаю. Берта бы не лезла. Берта бы сидела тихо». «Берта бы сидела тихо, и люди бы умирали тихо. Нет, Фермен, я не Берта». «Ты это уже говорила». «И буду говорить, пока ты не запомнишь». Он спрыгнул со стола и пошел к печке, бормоча себе под нос что-то про хирургов, которые лезут на рожон. На 4-й день я сделала первый обход. Фермен проводил меня до двери. «Ты куда?» – спросил он. «В обход. Знакомиться с городом, искать пациентов». «Искать? Ты собираешься искать пациентов? Как грибы в лесу?» «Нет, Фермен, я пойду по домам. Пойду от дома к дому, представлюсь и предложу помощь». «Это самое безумное, что я слышал. Предлагать помощь людям? Они не просили». Фермен закрыл глаза. «Люди редко просят. Люди обычно терпят, пока не становится поздно. Это, Фермен, главное правило медицины. Не ждать, пока попросят». «А главное правило здравого смысла – ждать, пока не попросят. А то придет какая-нибудь хирургиня и начнет...» «Начнет лечить, именно. До свидания, Фермен». «Молоко!» – крикнул он мне вслед. «Что?» «Молоко. Мне. Вернешься, принесешь. Из погреба». «Принесу». Я вышла на улицу. Вильнёв-Сюр-Лу оказался маленьким городком. Каменные дома, черепичные крыши, узкая главная улица, мост через речку и церковь на холме. Красиво, если не думать о том, что здесь нет ни водопровода, ни канализации, ни электричества. Красиво и антисанитарно. Первый дом. Я постучала. Дверь открыла женщина с ребенком на руках. Ребенок кашлял. «Здравствуйте, я Берта де Тальне, дочь аптекаря, «Мы здоровы», — сказала женщина и закрыла дверь. Второй дом, старик. «Мне ничего не надо. Приво наш лекарь. А вы просто аптекарская дочка. Что вы понимаете?» «Я вижу, что у вас отекают ноги и, вероятно, проблемы с сердцем». Старик посмотрел на свои ноги, потом на меня, потом закрыл дверь.
Третий дом, четвертый, пятый. Результат был один и тот же – вежливый или невежливый отказ. Я была чужой. Я была аптекарской дочкой, а не лекарем. Я была женщиной, что в этом мире, видимо, было само по себе достаточным основанием для недоверия. Я уже собиралась вернуться домой, когда услышала крик. Крик шел из дома на углу, низкого, приземистого, с открытой дверью. Я вошла. В кухне на полу лежала молодая женщина, а рядом на коленках стояла девочка лет 12, рыжая, с веснушками, с заплаканными глазами. «Помогите!» — сказала девочка. «Мама! Мама упала!» Я опустилась рядом. Женщина, Марта, как выяснилось, была бледна, покрыта потом, дышала часто и поверхностно. Я расстегнула ей воротник, пощупала пульс. Частый, нитевидный. Пальпация живота. Напряжен, болезненный в правой повздошной области. Положение ноги поджаты. «Как давно?» — спросила я девочку. «Со вчерашнего вечера. Мама говорила, что живот болит, а потом упала». «Доктор Приво был?» «Был. Сказал, что это женская хворь. Дал настойку и ушел». «Настойку? Какую?» «Не знаю, желтую. Сказал пить по ложке». Я закрыла глаза. Желтая настойка, женская хворь, острый аппендицит, вероятнее всего, с начинающимся перитонитом. И единственный лекарь в городе дал настойку и ушел. «Девочка, как тебя зовут?» «Лизель». «Лизель, послушай меня внимательно. Твоей маме плохо, очень плохо. Если ей не помочь, она умрет, ты понимаешь?» Лизель кивнула. Глаза огромные, зеленые, мокрые. «Мне нужно отнести ее в аптеку. Там я смогу ей помочь. Пойди позови кого-нибудь, мужчин, чтобы отнесли ее, и не говори доктору Приво». Лизель убежала. Через 20 минут трое мужчин, кузнец, мельник и еще какой-то сосед, отнесли Марту на носилках из досок. Мы дошли до аптеки. Фермен стоял в окне и смотрел, как процессия входит в дверь. «Это что? Что ты несешь в мой дом?» – спросил он. «Пациентку, Фермен». «Пациентку в мой дом? Я хранитель дома. Это не лазарет». «Фермен, давай не сейчас». «Не сейчас. Она в крови, она грязная». «Она не в крови, она в поту. И я постелю чистую простыню. Принеси мне из подвала спирт, тот в большой бутылке». «Тот? Тот спирт отец Берты берег 12 лет». «Вот именно. Неси». Он ушел, вернулся с бутылкой, поставил на стол. Смотрел, как я мою руки, дважды с мылом по локоть. Смотрел, как кипячу воду. Смотрел, как я раскладываю инструменты. Немногочисленные, отцовские, но вычищенные до блеска. «Что ты собираешься делать?» – спросил он тихо. «То, что умею, Фермен. То, чему я училась 20 лет». 20 лет. А Берта умела печь пироги. Пироги – это хорошо, Фермен, но сейчас Марте нужен не пирог. Операция была сложной. Не из-за диагноза, диагноз был ясен, из-за условий. Без наркоза, только спирт для дезинфекции и отвар мака, который я нашла в запасах отца. Без нормального освещения. Фермен, правда, надо отдать ему должное, молча поднес 2 свечи и держал их, пока я работала. Без современных инструментов, но и старые сгодились, если их прокипятить. Гнойный аппендицит, перфорации, начинающийся перитонит. Я очистила брюшную полость, удалила отросток, промыла, потом зашила. Марта дышала. Пульс выровнялся, цвет лица улучшился. Я села на пол, просто села, потому что ноги не держали, и закрыла глаза. Фермен стоял рядом. Молчал, потом сказал: «Ты действительно умеешь». «Да, Фермен, я умею». «А Приво не умеет». «Приво не умеет». «Тогда молоко мне. Ты обещала». «Обещала». Я засмеялась. И смех был нервный,
И слезы были на глазах, но это были хорошие слезы. Сейчас принесу. Лизель сидела в углу, прижав колени к груди. Она смотрела на меня. «Мадемуазель», — сказала она, — «вы спасли маму?» «Ваша мама сильная, Лизель, но ей нужен покой. Ты будешь ей помогать». «Буду. Я буду помогать. И я хочу научиться, как вы». «Научиться?» «Лечить, как вы». Я посмотрела на нее. 12 лет, рыжие волосы, зеленые глаза, решительный подбородок. «Приходи завтра», — сказала я, — «рано утром». Слух о Марте разнесся по городу быстрее, чем я успела поменять ей повязку. К вечеру следующего дня у двери стояли трое. Мать с ребенком, тот самый кашель, который оказался бронхитом, старик с отеками, сердечная недостаточность, как я и думала, и женщина с ожогом руки. Я приняла всех. Фермен сидел на шкафу и занимался тем, что подсчитывал пациентов, загибая пальцы. «7», — объявил он. «7 за 2 дня. Это не аптека, это базар». «Фермен, люди болеют. Это не базар, это необходимость». «Необходимость. У Приво 30 лет была необходимость, и никто не жаловался». «Никто не жаловался, потому что не знал, что бывает по-другому. Теперь знают». «Вот именно. Теперь знают. И Приво знает. И Приво не любит, когда знают», — нахмурился Фермен. Приво не любил. Приво, как выяснилось, любил совсем другое. Он явился на 3-й день. Высокий, грузный, в черном сюртуке, с тростью, с серебряным набалдашником и выражением лица человека, которому принесли счет за вещи, которые он не заказывал. «Мадемуазель де Тальне», — сказал он, не поздоровавшись. «Доктор Приво», — ответил я, — «входите». «Я не буду входить. Я пришел поговорить на пороге». «На пороге так на пороге. Чем могу вам помочь?» «Вы должны прекратить. Вы не лекарь. У вас нет лицензии. Вы просто аптекарская дочка, которая открыла дверь и возомнила себя... Я не знаю, кем вы себя возомнили, но это должно прекратиться». «Доктор Приво, Марта была при смерти, а вы поставили ей женскую хворь и дали желтую настойку, а у нее был перитонит». «Я ставлю диагнозы, мадемуазель. Я, а не вы». «Вы поставили неверный диагноз». Лицо Приво пошло красными пятнами. «Я 30 лет лечу этот город. 30. И какая-то девочка, которая...» «Девочка, которая провела операцию, которую вы, вероятно, не смогли бы провести, потому что у вас, доктор, судя по вашим диагнозам, представление об анатомии примерно на уровне средневекового Бродобрея». Тишина. Приво смотрел на меня, я смотрела на Приво. «Вы пожалеете», — сказал он наконец. «Угрозы, доктор? Серьезно? Вы ведь врач, а не охранник». Он развернулся и ушел. Трость стучала по мостовой, как метроном. Фермен появился из-за печки. «Ну вот», — сказал он, — «я говорил? Я говорил. Тена, а ты муха. И что делает муха? Влетает в стену и бз, и все». «Фермен, я не муха». «Нет, ты хуже. Ты муха, которая думает, что она таран». «Иногда таран — это то, что нужно». «Тарану нужна лицензия, а у тебя ее нет», — заметил Фермен. Это было правдой, и это было плохо. Через неделю Приво нанес ответный удар. Утром в дверь постучал не пациент. Постучал человек в форменном сюртуке с печатью на поясе. Клерк мэрии. «Мадемуазель де Тальне?» — спросил он. «Да». «Предписание от мэра Дюваля». Он протянул бумагу. «Дом ваш обложен налогом. Ваш отец, Жан де Тальне, при жизни имел неоплаченные счета в магистрате. Налог на торговлю, налог на стекло, налог на содержание дороги. Сумма 42 ливра. Срок 2 недели. При неуплате
Дом будет описан и продан». Он ушел, а я стояла с бумагой в руках. 42 ливра», — сказал Фермен из-за печки. «Я помню, отец Берты не платил, потому что у него не было денег. А последние 2 года он болел, и как Приво сочувствовал. Приво говорил: бедный Жан, не бери в голову, долги ерунда. А сам писал в магистрат каждый год напоминание, каждый год. Напоминаю, что Детальне должен, дружески, знаешь, по-соседски». «По-соседски», — повторила я. 42 ливра, чтобы закрыть мне рот. «И дом, и аптеку, и все. Вот так, муха. Стена, бз!» Я перечитала предписание, потом положила на стол. «Фермен», — сказал я, — «сколько у нас денег?» «У Берты было 8 ливров в жестянке за печкой». «Не хватает 34 и 2 недели». «Пациенты платят?» «Иногда. Иногда яйцами, иногда благодарностью. Благодарность, надо заметить, не котируется в магистрате». «Не котируется, да, но есть другой путь». «Какой?» «Юридический. Фермен, есть в этом городе нотариус?» «Фуке», — ответил Фермен. «Жером Фуке. Старый, дородный, дорогой и... Тссс, не любит Приво». «Почему?» «Потому что Приво однажды назвал его пустозвоном в мантии. Фуке не забыл». «Приво удивительно умеет наживать врагов». «Он не наживает. Он не считает людей за людей, которые могут быть врагами. Это хуже». Жером Фуке оказался именно таким, как описывал Фермен. Старый, дородный и, как выяснилось, с чувством юмора, которое было суше, чем пергамент, на котором он писал. 42 ливра?» — сказал он, прочитав предписание. «За что?» «Налоги. За 3 года». «За 3 года?» Фуке снял очки и протер их. «А позвольте спросить, мадемуазель, почему вдруг за 3 года сразу? Почему не за год, не за 2? Почему теперь?» «Потому что теперь я открыла аптеку и принимаю пациентов, а доктор Приво этого не хочет». «Приво!» Фуке произнес это имя так, будто оно было чем-то неприятным. «Приво! Знаете, мадемуазель, я 20 лет жду, когда кто-нибудь наконец скажет этому человеку, что он не бог. 20 лет. И вот вы, аптекарская дочка, скальпель против трости». «Мне не нужен скальпель, месье Фуке. Мне нужен закон». Фуке расплылся в улыбке. «Мадемуазель, вы пришли по адресу». Он объяснил. Долг реальный, но срок давности по налогу на содержание дороги 2 года, а не 3. На стекло 1 год. Торговля 3 года, но отец Берты перестал торговать 2 года назад, и, следовательно, налог начислен за период, когда торговля не велась. Итого, реальный долг составляет не 42 ливра, а 11. 11, повторила я, вместо 42. «Да, вместо 42, кивнул Фуке. «Я подготовлю бумагу, но это полдела. Предписание о прекращении практики – это другое. Его подписал мэр. Мэр по настоянию Приво. Чтобы оспорить, нужно, слушайте внимательно, нужно решение комиссии, медицинской комиссии, в ратуше при свидетелях». «Комиссии?» «Да, из 3 человек. Мэр, священник и доктор Приво». Фуке развел руками. «Да, тот, кого вы оспариваете, один из тех, кто будет судить». «Но это же...» «Несправедливо? Разумеется. Но это Вильнёв-Сюрлу, мадемуазель. Здесь справедливость – это то, что Приво решит после обеда». «И все же...» «И все же...» Фуке постучал пальцем по столу. «У нас есть козырь. Пациенты. Живые пациенты. Марта, которая была при смерти и теперь здорова. Старик с отеками, которому вы дали диету и настой, и он ходит. Ребенок с бронхитом, которого теперь дышит. Факты, мадемуазель. Факты – упрямая вещь. Упрямее даже, чем Приво». Я вернулась домой. Фермен ждал у двери. «Ну?» – спросил он.
11 ливров вместо 42. И суд. Суд? Комиссия в ратуше. Мэр, священник и Приво. Приво будет судить тебя? Фермен моргнул. Это как если бы лис судил курицу. Именно. Но у меня есть свидетели. Кто? Марта, Лизель, старик. Ну, может быть, кто-то еще. Кто-нибудь, кто видел, как работает Приво и не побоится сказать. Фермен помолчал, потом сказал. Я слышал, у Приво есть помощник, Рудольф. Молодой, тихий. Приво его гоняет. Но Рудольф не злой, но Рудольф трус. Трус, который, может быть, найдет смелость, сказала я, если ему показать, что есть другой путь. Ты оптимистка, сказал Фермен. Я хирург, Фермен. Хирург не может быть пессимистом. Пессимист не берется за операцию, потому что заранее уверен, что пациент умрет. А оптимист? Оптимист берется и иногда спасает. Ратуша Вильнёв-Сюрлу была зданием, которое пыталось выглядеть внушительно и не вполне преуспевало. 2 этажа, балкон с потрескавшейся лепниной, часы на фасаде, которые показывали то ли 3, то ли 7, в зависимости от того, с какой стороны смотреть. Зал заседаний на 2 этаже, потолок низкий, окна узкие, воздух спертый. За столом 3. Мэр Юбер Дюваль, круглый, лысый, с усами, которые выглядели так, будто их приклеили в спешке. Он ерзал на стуле и выглядел как человек, который хочет, чтобы заседание поскорее закончилось. Отец Пьер, священник, худой, высокий, с лицом, как будто вырезанным из старого дерева. Он молчал и смотрел в стол. И доктор Агюстен Приво по центру. Трость прислонена к стулу, сюртук расправлен, выражение лица то, которое бывает у кошки, которая заперта с мышью в одной комнате. Я стояла перед столом. Рядом Фуке с портфелем, набитым бумагами. В зале зрители, горожане. Много, на удивление. Видимо, слух о суде разнесся быстрее, чем слух о Марте. Фермен, разумеется, не пошел. «Я не могу быть в ратуше. Я хранитель дома. Мое место – дом», – заявил он утром. «И потом я не уверен, что они меня увидят. И потом я не хочу». Но я знала, что он будет меня ждать. «Итак», – откашлялся мэр, – «заседание комиссии по жалобе доктора Приво на мадемуазель де Тальне», – подсказал Приво, «которая занимается врачеванием без лицензии, ставит под угрозу здоровье горожан и нарушает установленный порядок». «Спасибо, доктор», – кивнул мэр. «Мадемуазель, что вы скажете?» «Я скажу, — начала я, — что Вильнёв-Сюрлу нуждается в медицинской помощи. Доктор Приво — единственный лекарь в городе, и этого недостаточно. Пациенты, которых он не смог или не захотел лечить, приходили ко мне. И я их лечила. Успешно». «Успешно», — повторил Приво с ядовитой улыбкой. «Мадемуазель считает себя успешной. Позвольте я расскажу комиссии, какая она успешная». Он встал. «Мадемуазель де Тальне вернулась в город после длительного отсутствия. Где она была, неизвестно. У кого она проходила учебу, неизвестно. Она утверждает, что лечит. Но что она лечит? Она режет. Она режет людей, как мясник. Она вскрыла живот женщине, которой нужна была настойка. Она...» «Марта была при смерти», — перебила я. «У нее был перитонит». «У нее была женская хворь». Приво повысил голос. «Я врач. Я ставлю диагноз. И мой диагноз...» «Ваш диагноз был неверным, доктор. И если бы Марта послушалась вас, она бы была бы мертва». Гул в зале. Мэр постучал по столу. «Порядок. Мадемуазель, не перебивайте. Продолжайте, доктор». «Я продолжу». Приво повернулся к залу. «Я вызвал свидетеля. Жером Пикард, подойди». Из толпы вышел мужчина. Маленький, сутулый, с бегающими глазками. Он покосился на меня быстро, виновато и повернулся к Приво. «Скажи комиссии». Приво положил руку ему на плечо.
Скажи, что мадемуазель сделала с твоей женой. Она дала ей какую-то настойку, и моей жене стало хуже. Хуже? Приво поднял палец. Слышите? Свидетель подтверждает. Мадемуазель де Тальне ухудшает состояние пациентов. «Месье Пикард», — сказала я, — «вашу жену зовут Николь?» «Да». «У Николь была лихорадка. Я дала ей хинин. Настойку коры хинного дерева. Это стандартное». «Она говорит хинин!» Приво махнул рукой. «Кто знает, что она дала? Может, яд? Может, колдовство?» «Колдовство? Доктор, мы в 18 веке, а не в 15-м». «Образование!» Приво ткнул в меня пальцем. «Где ваше образование? Кто вас учил? Покажите диплом! Покажите лицензию!» «У меня нет диплома», — сказала я, — «но у меня есть результаты». «Результаты — это не аргумент». Для хирурга это единственный аргумент. Пациент жив, значит, есть результат. Пациент мертв, значит, нет. «Хватит!» — Приво ударил тростью по полу. «Мадемуазель самозванка, я требую закрыть аптеку и запретить ей практику». Тишина. Мэр посмотрел на Приво, потом на меня, потом на отца Пьера. «Отец Пьер», — сказал мэр, — «скажите что-нибудь». Отец Пьер поднял голову, посмотрел на меня. «Я, — сказал он, — молчал, потому что думал. И вот что я подумал. Я видел Марту вчера. Она ходила на рынок. Она ходила. Доктор Приво, вы сказали, что у нее была женская хворь. Но она чуть не умерла от вашей женской хвори. А мадемуазель вылечила ее. Я видел это. Город видел это». «Это, — побагровел Приво, — не имеет значения. У нее нет лицензии». «И еще», — отец Пьер не повысил голос, но зал затих. «Я был у Жерома Пикара. Его жене Николь лучше. Она сама мне сказала, мадемуазель де Тальне дала мне лекарство, и лихорадка прошла за 2 дня. Жером», — он повернулся к свидетелю, — «зачем ты солгал?» Жером Пикар побледнел, потом покраснел, потом снова побледнел. Закрыл рот, открыл. Он... Приво шагнул к Жерому. «Скажи им, что...» «Он заплатил мне», — выпалил Жером. «Доктор Приво дал мне 2 ливра и сказал, скажи, что твоей жене стало хуже. Я не хотел, но 2 ливра». Зал взорвался. Мэр стучал по столу, Приво стоял с открытым ртом, трость выпала из его руки и стукнула об пол. «Соблюдайте порядок!» — кричал мэр. «Лизель!» — крикнула я, перекрывая шум. «Лизель, подойди!» Лизель протиснулась сквозь толпу. Рыжая, веснущатая, прямая, как струна. «Расскажи комиссии», — сказал я, — «что случилось с твоей мамой?» «Доктор Приво пришел?» — начала Лизель. «Посмотрел на маму, сказал, женская хворь, дал желтую настойку и ушел. А маме становилось все хуже. Я побежала к доктору Приво снова, а он сказал, что это нормально и нужно подождать. А мама упала, и я побежала к мадемуазель де Тальне, а мадемуазель оперировала маму 4 часа, и мама жива и здорова. А если бы не мадемуазель, мама была бы мертва». Тишина долгая, густая, тяжелая и справедливая. И тогда встал еще один человек, молодой, в очках, с лицом, на котором боролись страх и решимость. «Рудольф!» – прошептал Приво. «Ты что делаешь?» «Я делаю то, что должен», – ответил Рудольф. «Я помощник доктора Приво. Уже 3 года. Я видел, как он ставит диагнозы, не осматривая пациентов. Я видел, как он дает одну и ту же настойку всем. И от лихорадки, от боли в животе, и от кашля. Одна настойка всем. Я молчал, потому что боялся. Но Марта чуть не умерла, и я больше не могу молчать». Он положил на стол тетрадь. «Это записи за 3 года. Я записывал пациентов, диагнозы, лечение. Все, что доктор Приво делал, все». Приво сидел, молчал, руки на коленях, лицо серое.
Мэр посмотрел на тетрадь, потом на Приво, потом на меня. «Мадемуазель де Тальне», — сказал он, — «у вас есть что сказать?» «Да», — ответила я. «Я хочу сказать, что мне не нужна война с доктором Приво. Мне нужна лицензия, временная, чтобы работать легально, чтобы лечить людей, чтобы город не зависел от одного человека, который может ошибиться или не прийти, или дать желтую настойку тому, кому нужен скальпель». «А если комиссия откажет?» — спросил мэр. «Тогда... тогда город останется без второго лекаря, и те, кого я могла бы спасти, не будут спасены. Это ваш выбор, господа, не мой». Мэр посмотрел на отца Пьера. Отец Пьер кивнул. Мэр посмотрел на Приво. Приво молчал. «Комиссия», — сказал мэр, — «постановляет. Мадемуазель де Тальне предоставляется временная лицензия на медицинскую практику в городе Вильнёв-Сюр-Лу. Срок 1 год. По истечении пересмотр». Гул, аплодисменты. Лизель улыбалась, Фуке улыбался, Гаспар улыбался тоже. Приво встал, поднял трость, не сказал ни слова и вышел. Лицензия изменила все. Не сразу. Вильнёв-Сюр-Лу был маленьким городком, а маленькие города меняются медленно. Но меняются. Первую неделю ко мне пришло 4, те, кто раньше боялись, во вторую 7, а к концу месяца очередь у двери стала обычным делом. Я завела журнал пациентов, диагнозов, лечения по образцу, к которому привыкла. Дата, имя, жалобы, осмотр, назначение и результат. Фермен, когда увидел журнал, сказал: «Берта вела книгу расходов, а ты книгу болезней. Похоже, это семейное». «Это медицина, Фермен». «Называй как хочешь. Главное, не потеряй. Я видел, как ты теряешь вещи. Полотенца, ножницы. А в прошлый четверг ты потеряла пациента». «Я не теряла пациента. Он вышел, пока я мыла руки». «Ты потеряла пациента. Берта не теряла ничего. Берта знала, где каждая нитка, а ты...» «А я хирург, Фермен. Хирурги не считают нитки. Хирурги считают швы». «И сколько швов ты насчитала за месяц?» 137. Фермен замолчал, потом сказал: «137? Это много?» «Достаточно». «И все живы?» «Все живы». «Хорошо». Это было самое длинное одобрение, которое я от него получила. Город менялся не только в медицине. Мельник починил забор, тот, который гнил 5 лет. Вдова на улице Сент-Тонаре начала печь пироги и продавать их на рынке. Кузнец повесил новую вывеску. Мэр Дюваль пришел ко мне на прием с подагрой и, получив диету и настой, сказал: «Знаете, мадемуазель, может, вы не так уж...» И не договорил, потому что стеснялся. Приво исчез, не из города, из поля зрения. Его практика сократилась, но не исчезла. У него были давние пациенты, которые не хотели менять лекаря, и, если честно, были случаи, с которыми он справлялся. Он делал перевязки, лечил простуду, знал травы. Он был неплохим врачом. Он был ленивым врачом, который привык к монополии и разучился стараться. Я не трогала его, не мстила, не посмеивалась, не переманивала пациентов. Город был достаточно велик для двоих. Я сказала это Фуке, и Фуке ответил: «Мадемуазель, вы лучший политик, чем я думал. Месть – это роскошь, которую могут позволить себе только дураки». Лизель приходила каждый день. С утра. Она мыла банки, протирала полки, кипятила воду и училась. Я показывала ей анатомию по гравюрам из книг, которые принес Гаспар. Объясняла, как работает сердце, как дышат легкие, что такое инфекция. Лизель слушала, как слушают только те, кому знания нужны не для экзамена, а для жизни. «Мадемуазель», — спросила она однажды, — «а почему кровь красная?» «Потому что в ней есть железо, Лизель, гемоглобин. Он переносит кислород. А без кислорода мы умираем». «А сколько крови в человеке?» «Около 5 литров у взрослого».
А если потеряешь литр? Плохо, но выживешь. А два? Очень плохо. Лизель, ты что, планируешь сделать кому-то кровопускание? Нет, я просто хочу знать. На всякий случай. На всякий случай запомни. Кровопускание – это не лечение. Это медленное убийство. Запрети себе это слово. Но доктор Приво ошибался. Запомни это, Лизель. Врач может ошибаться. Но самый главный урок, который я могу тебе преподать, врач не бог. Врач – человек, который знает чуть больше, чем пациент, и который должен каждый день учиться, чтобы знать еще больше. Иначе он становится Приво. Фермен, подслушавший разговор из-за печки, сказал: «Она учит девочку в моем доме, без разрешения». «Фермен, я учу ее спасать жизни». «Берта учила девочек печь пироги. Пироги безопаснее». «Пироги не спасли бы Марту». «Пироги не приведут в дом крови, крики». «Фермен, я обещаю, в этом доме будет порядок и чистота, и молоко у тебя каждый день. Но в этом доме будет медицина, потому что это то, зачем я здесь». Фермен посмотрел на меня долго, а потом в который раз сказал: «Ты не Берта». «Я Маргарита, Фермен. Маргарита Ватрен, хирург. И теперь твой жилец. Навсегда, если повезет». «Навсегда. Никто не говорил мне навсегда. Берта не говорила, отец не говорил, все уходили. А ты навсегда». «Навсегда, Фермен». Он отвернулся, вытер нос рукавом и буркнул: «Где молоко? Ты забыла принести». «Принесу. Прямо сейчас». Гаспар Лемуан приходил каждую неделю. С книгами. Сначала действительно с книгами. Фармакопеи, травники, один анатомический атлас. Я чуть не расцеловала его прямо в аптеке. Потом с книгами и разговорами. Потом с разговорами и книгами. А потом просто с разговорами. «Я нашел», — сказал он однажды, «трактат о лихорадке, флорентийский. Там описаны симптомы, которые очень похожи на то, что вы мне рассказывали о малярии». «Покажите». Он положил книгу на стол. Руки длинные, тонкие, в чернилах. Я заметила, что руки у него красивые. «Руки хирурга», — подумала я, а потом поправила себя. «Руки библиотекаря. Другая профессия, другая красота». «Вот», — он перелистнул страницу, «здесь. Приступ лихорадки начинается со зноба. И дальше описание периодичности. Каждый третий день это...» «Трехдневная малярия», — кивнула я. «Гаспар, это прекрасно. Это значит, что хинин нужно давать не каждый день, а в соответствии с циклом». «Вы так знаете об этом? Откуда? Где вы учились?» «Далеко», — ответила я. «Очень далеко». «Далеко это где?» «Гаспар, если я скажу вам, вы не поверите». «Я библиотекарь, мадемуазель. Я верю во многое. Я верю, что книги хранят мудрость веков. Я верю, что знания важнее золота. И я верю вам. Вам верю». Я посмотрела на него. Очки, веснушки. Нет, у него не было веснушек. У него были глаза, карие, теплые, с морщинками в уголках, как у человека, который много читает и мало спит. «Гаспар», — сказала я не Берта». «Я знаю», — ответил он. «Вы знаете?» «Я видел Берту. До того, как она... до того. Берта была тихая. Берта не разговаривала с домовым. Берта не оперировала. Берта не знала, что такое перитонит. Вы не Берта. Я понял это в первый день». «И вы не боитесь?» «Чего мне бояться? Вы лечите людей, вы спасли Марту, вы учите Лизель. Вы добро в этом городе. Какая разница, как вас зовут, Берта или Маргарита?» «Маргарита», – прошептала я. «Меня зовут Маргарита». «Маргарита. Красивое имя». «Спасибо, Гаспар. За имя, и за книги, и за...» «За что?» «За то, что вы не спросили, откуда я». «Я спрошу», — сказал он.
Когда-нибудь, когда вы будете готовы. А пока я принесу вам книгу о кровообращении. У нас в библиотеке есть Гарвей на латыни. Вы читаете по латыни? Читаю. Тогда я принесу. На следующей неделе. На следующей неделе, кивнула я. Он ушел. А я стояла у стола, смотрела на открытую книгу и чувствовала, что в груди что-то теплое и непривычное. «Фермен», — сказала я, — «ты подслушивал?» «Я не подслушивал. Я хранитель. Я наблюдаю. Это разные вещи». «И что ты наблюдаешь?» «Я наблюдаю, что библиотекарь смотрит на тебя не так, как смотрят на аптекаршу». «А как смотрят на аптекаршу?» «Так, как смотрят на аптекаршу, когда приходят за банками. А он не за банками, он за тобой». «Фермен, это не мое дело, разумеется, но я хранитель. И если кто-то приходит в мой дом и смотрит на мою жилку...» «Жильца, Фермен». «Жилку, жильца — это одно и то же. Если кто-то приходит и смотрит, я наблюдаю. И я говорю, он неплохой для человека». «Спасибо, Фермен, очень щедро». «Не благодари. Я еще не решил. Но молоко он мог бы приносить вместе с книгами, было бы полезнее». Вечер. Дом тихий, тихий по-настоящему, не пустой, а наполненный. Паутины нет. Полки вычищены, банки на местах, флаконы в ряд. Журнал на столе, открытый на сегодняшней странице. 11 пациентов. 11 записей. 11 живых людей. Лизель ушла домой к маме, которая теперь ходила на рынок и жаловалась не на боль, а на цены. Гаспар ушел с обещанием принести Гарвея. Пациенты ушли, город затих. Я стою на кухне. Передо мной стол. На столе 2 блюдца. Одно с молоком, теплым, налитым аккуратно до краев, как Фермен любит. Второе с чаем, с горячим. Настоящим горячим чаем, который я успела выпить, пока он не остыл. Первый горячий чай за... Я не помню, когда я последний раз пила горячий чай. 20 лет назад, наверное. 20 лет остывшего чая в раздевалке между операциями. Теперь горячий каждый вечер. «Фермен», — сказала я, — «иди сюда». «Зачем?» «Молоко». Он появился. Сразу, без бурчания, без упреков. Подошел к столу, посмотрел на блюдце, на меня. «2 блюдца», — заметил он. «Да, одно тебе, одно мне». «Ты пьешь чай из блюдца?» «Сегодня да. Хочу составить тебе компанию». «Компанию?» Берта не составляла мне компанию. Берта ставила и уходила. «Я не Берта, Фермен». «Знаю». Он сел напротив, свесил ноги с края стула, маленький, серый, с бородой, с глазами, в которых 100 лет наблюдений и 100 лет одиночества. И 100 лет блюдца, которые ставили и забывали. «Фермен», — сказала я, — «я хочу спросить». «Спрашивай». «Ты 100 лет в этом доме, один. Берта ставила молоко и уходила. Отец Берты ставил молоко и уходил. Все ставили и уходили. А ты один. Зачем тебе это?» «Потому что дом без хранителя не дом. Дом без хранителя — камни, стены, крыша, а с хранителем живой. Я делаю его живым. Я держу. Когда все уходят, я держу. Когда пусто, я здесь. Когда никто не приходит, я прихожу. Сам, к себе, в свой дом». «А теперь я», — сказала я. «А теперь ты. Ты шумная, грубая. Ты лезешь в стены, ты учишь девочку. Ты режешь людей на моем столе. Ты приводишь в дом библиотекаря, который смотрит». Он махнул рукой. «Но ты остаешься. И ты поставила 2 блюдца. Не одно. 2. Одно мне, одно себе. Никто никогда за 100 лет не ставил 2 блюдца». «Фермен». «Я не договорил. Я говорю, ты не Берта. Берта была тихая. Берта была
безопасная. Но Берта ушла, а ты осталась. И ты мой хирург. Да, мой хирург, потому что мой дом теперь лазарет, и аптека, и школа, и место, где ставят 2 блюдца на стол. А я хранитель этого. Я ничего не сказала. Я подняла блюдце, мое с чаем, и чокнулась с его блюдцем. «За дом, Фермен!» «За дом», — ответил он. Выпил молоко, вытер усы и сказал. «Чай у тебя остывает». «Знаю. Берта пила горячий». «Я тоже. Когда успеваю». «Успевай. Успевай пить горячий. Жизнь короткая, даже моя. Даже 100 лет короткая. Не успеваешь и остывает». Я выпила чай. Горячий. Фермен сидел напротив. Маленький, серый, с бородой, с блюдцем. Мой домовой, мой хранитель. За окном маленький город, 1000 человек, каменные дома. И аптека, где горит свет, где на столе 2 блюдца, где живет хирург, домовой, и между ними 100 лет одиночества, которое кончилось. Эпилог. Это случилось в субботу. Суббота в Вильнёв-Сюрлу была днем, который я выделила для уборки. Не обычный, а глубокий. С мытьем окон, переборкой шкафа, выбиванием ковра и прочими радостями, которые Фермен ненавидел лютой ненавистью. «Окно», — говорил он, — «жило с этой грязью. Грязь ему была, как семья, а ты тряпкой его». «Фермен, стекло должно быть прозрачным». «Зачем? Чтобы видеть, что снаружи? Я знаю, что снаружи. Там улица. На улице люди. Люди грязные. Зачем видеть грязных людей?» Я не спорила. Я давно поняла, что спорить с Ферменом — это как оперировать в перчатках из марли. Я мыла окно, а Фермен сидел на подоконнике. Лизель перебирала шкаф. Гаспар должен был прийти к полудню с книгой о кровообращении, которую я ждала уже 2-ю неделю. И вот я протерла стекло, свет хлынул в комнату, и я увидела, что посреди аптеки стоит человек. Он не входил, не появился, а просто стоял. Как будто всегда тут стоял, просто мы его не замечали. Фрак, очки, выражение лица кассира, который одновременно доволен и раздражен. «Архивариус», — сказала я. Фермен подпрыгнул. «Что? Кто это? Откуда? Я хранитель, я не заметил. Я следил за дверью, я следил...» «Фермен», — сказал архивариус, — «успокойся. Я не через дверь и не через окно». «А через что?» «Через канцелярию. Это не твоего уровня вопрос». «Не моего уровня?» Фермен побагровел. «Я 100 лет в этом доме, и мне говорят, не твоего уровня?» «Фермен», я положила ему руку на плечо. «Он из канцелярии, помнишь? Я рассказывала». «Ты рассказывала бред», — ответил Фермен. «Про канцелярию, про чернила. Я думал, ты шутишь». «Я не шучу, Фермен. Это архивариус. Он дал мне эту работу». «Дал? Работу? Мой дом — это работа?» «Фермен». Архивариус наконец повернулся к нему, снял очки, протер, надел. «Ты хороший хранитель. 100 лет без выходных, отпусков. Но 100 лет это внушает». «Конечно, внушает. Я Фермен». «Вот именно». Архивариус кивнул. «Фермен, хранитель. И, если я не ошибаюсь, любитель молока». Я не любитель молока, я хранитель. А молоко — это ритуал, это связь, это... «Это вкусно», — сказал архивариус. «Я проверял в свое время». «Вы пили мое молоко?» «Когда ты еще не родился. Когда этот дом был построен. Когда хранителем был твой дед или прадед. Я не помню, давно». Фермен сел просто на пол, потому что с подоконника он свалился, а ноги не держали. 100 лет хранительства, и вдруг выясняется, что кто-то пил его молоко до него. Это было, видимо, равносильно тому, что мне сказали бы: «Ваш скальпель раньше принадлежал парикмахеру».
Лизель стояла в углу и молчала. Она была умная девочка. Умная настолько, чтобы не вмешиваться в разговор домового с существом во фраке. «Архивариус», — сказала я, — «зачем вы здесь?» «Ревизия», — ответил он. «Что?» «Проверка, контроль. Я дал вам второй шанс, мадемуазель, 5 месяцев назад. Хочу посмотреть, что вы с ним сделали, если позволите». Он обвел взглядом аптеку. Полки вычищены, банки с этикетками, флаконы в ряд, журнал на столе. Стерильная зона, отдельный стол, белая ткань, спирт, инструменты. Он взял журнал, полистал. «Мартин Кладель, перелом лучевой кости, гипс». «У вас есть гипс?» «Я делаю его из алебастра. Отец Берты запасал. Рецепт в его записях». «Гипс», — повторил архивариус. «Хорошо. Дальше. Николь Пикар, лихорадка, хинин. Жан-Поль Ренар, ожог второй степени, мазь на основе меда. А это что?» «Чеснок. Экстракт чеснока, антисептик. Не идеальный, но лучше, чем ничего». «Чеснок!» — Фермен поморщился. «Она мажет людей чесноком в моем доме. Пациенты пахнут, дом пахнет, и я пахну». «Фермен, чеснок это...» «Это вонь», — ответил Фермен. «Я 100 лет живу в этом доме. Здесь пахло лавандой, чистотой, а теперь чеснок и спирт. И это что еще?» «Это йод», — сказала я. «Вернее, настойка водорослей». «Настойка водорослей! Кошмар!» Архивариус перелистывал журнал. Лицо его было непроницаемо. Но я заметила, уголок рта немного дрогнул. Едва-едва. 137 пациентов», — сказал он. «За 5 месяцев в городе, где 1000 жителей. Это 13% населения». 14, поправила я. Сегодня утром была Агюстина Лефевер. Насморк. Я не считаю, но записала. «Вы записываете насморк?» «Я записываю все. Запись — основа медицины. Нет записи — нет лечения. Есть запись — есть история, есть диагноз. Есть диагноз — есть...» «Есть спасенная жизнь», — закончил архивариус. «Да, я знаю. Это, между прочим, есть в правилах. Статья 14, пункт 7. Врач обязан вести учет. Вы, мадемуазель, единственная, кто соблюдает». «Единственная из кого?» «Из тех, кому я давал второй шанс». Он закрыл журнал, положил на стол, снял очки и посмотрел на меня. Взгляд был другой, не тот, что в канцелярии. Как будто за очками было что-то живое. Что-то, что считало. Не пациентов, не швы, не блюдца, а что-то другое. Что-то, что я не могла назвать, но чувствовала, как чувствуешь пульс. «Мадемуазель Ватрен», — сказал он. «Да». 5 месяцев назад вы стояли передо мной и сказали: «Я работаю как хирург, не отступаю от принципов, помните?» «Помню». И я сказал: «Договорились, помните?» «Помню». И я подумал тогда, но не сказал, потому что я не говорю лишнего. Я подумал: посмотрим. Потому что я давал второй шанс до вас. Не один раз. И знаете, что было? Что? Ничего. Каждый раз ничего. Второй шанс — это не подарок, мадемуазель. Это кредит. Выдаешь и ждешь, а люди берут и открывают пивную, или идут спать, или в лучшем случае ставят блюдце молока и молчат. Я не врубаю молоко, молчание, я врубаю работу. Я даю второй шанс, чтобы работал, чтобы место, которое пустует, заполнилось, чтобы город, который болеет, вылечился, чтобы дом, который пустеет, зажил. «И?» — спросила я. «И впервые за долго я вижу заполнено, вылечено, зажило. Я вижу аптеку, которая работает, дом, который шумный, живой, вонючий чесноком и йодом, но живой. Я вижу ученицу, которая знает, что гемоглобин переносит кислород. Я вижу библиотекаря, который...» «Вы за Гаспаром наблюдаете?» «Я за всеми наблюдаю, это моя работа. Но за библиотекарем особенно, потому что это тоже важно».
Книги – это знания, знания – это медицина, а медицина – это жизнь. А жизнь – это не только скальпель, это еще и… Он кивнул в сторону окна, за которым, видимо, должен был быть Гаспар. Но Гаспар еще не пришел. И архивариус кивнул просто в сторону. И вот это, то, что вы не хотите называть, но то, от чего краснеете. Да, вы краснеете, мадемуазель, я вижу. Я вижу все. «Архивариус», — сказал я, — «вы пришли на ревизию. Ревизия пройдена?» «Ревизия?» Он достал из-за пазухи бумагу, ту самую, с подписью «М. Ватрен». Поставил на нее печать круглую. «Ревизия пройдена. Лицензия продлена. Невременная, постоянная. Подпись моя, печать моя». «Постоянная?» «Постоянная. Второй шанс, мадемуазель, не зря. Я не раздаю их направо и налево. Я раздаю их редко и, как правило, зря. Но не в этот раз. В этот раз не зря». «Не зря», — повторила я. «Да, вы хирург, вы доказали. Не мне, себе. Мне доказывать не нужно, я знаю заранее. Но себе вы доказали. И городу, и Фермену. Что, между прочим, труднее всего. Фермен — критик суровый». Фермен поднялся с пола, отряхнул штаны, пригладил бороду, посмотрел на архивариуса, потом на меня. «Она шумная», — сказал Фермен. «Гоняет пауков. Потеряла вчера полотенце. Берта купила. Она не Берта. Берта была тихая, безопасная». «И?» — спросил архивариус. «И Берта ушла, а это осталось. И ставит 2 блюдца, и молоко каждый день. И не забыла ни разу. Отец забывал, дед забывал, Берта забывала. Это помнит». «Запомнил», — кивнул архивариус. «Я занесу в протокол». «Занесите и запишите. Фермен, хранитель дома де Тальне, 100 лет на посту, без выходных». «Без молока», — вставил архивариус. «С молоком», — возразил Фермен. «Теперь с молоком каждый день, благодаря ей, шумной, грубой, хирургу». «Хирургу», — повторил архивариус. «Именно». «Фермен», — сказал архивариус. «Что?» «2 блюдца — это хорошо, но я бы на твоем месте попросил 3». «Зачем?» «Для гостей», — архивариус подмигнул. «В этом доме теперь будут гости, пациенты, ученики, библиотекари. Готовь 3 блюдце». Фермен всплеснул руками. «Да вы хотите превратить мой дом в…» «В живой дом», — ответил архивариус. «Именно, в живой». Он махнул рукой, и комната поплыла. Нет, не комната, он поплыл. Размазался, как акварель в воде. И все, как не было. Тишина. «Ну», — сказал Фермен, — «вот что это было?» «Было», — кивнула я. «Он пил мое молоко!» Фермен показал рукой на то место, где стоял архивариус. «До меня!» «Фермен!» И он сказал 3 блюдце. 3. Для библиотекаря, который не носит молоко. «Фермен!» «Что?» Он сказал не зря. «Что не зря?» «Мне не зря, 2 шанс». «Не зря», — сказал он. «Ты шумная, грубая, но не зря». «Спасибо, Фермен». «Не благодари. Я еще не решил насчет 3 блюдца. Идет?» «Идет», — засмеялась я. «Чего смеешься?» «Не знаю. От счастья, наверное». «Счастье. Хирурги сначала режут, потом смеются, потом счастье. Непредсказуемый народ». Он подошел к столу, посмотрел на блюдце пустое, повернулся ко мне. «Ну?» «Что?» «Чай. Ты обещала, горячий, пока не остыл». Я налила чай горячий в блюдце, потому что чашка была одна, а ритуал был важнее посуды. Поставила рядом молоко, 2 блюдца. «А 3?» — спросил Фермен. «Когда придет Гаспар?» «Когда придет Гаспар, 3 блюдце. Для библиотекаря, который не носит молоко».
Он носит книги. Книги не молоко. Книги лучше молока, фермент. Ничего нет лучше молока. Но, наверное, книги тоже. Я не знаю. Я не читающий. Я хранящий. Но если ты говоришь... Говорю. Тогда третье блюдце. Но только для библиотекаря. И только если он будет носить молоко. Иначе никак. Согласна. Мы сели. 2 блюдца на столе, 3 в шкафу. За окном маленький город, который начинался с 1 скальпеля и 1 блюдца. А теперь у него был хирург, и домовой, и библиотекарь, и лицензия. И 3 блюдца в шкафу. 1 для будущего. «Фермент», — сказала я. «Что?» «Спасибо, что не сдал дом». «Я не могу сдать, я хранитель. Это не работа, это я». «Я знаю». «Тогда зачем говоришь?» «Чтобы ты слышал». «Я всегда слышу. 100 лет слышу. Но впервые кто-то говорит. Не ставит и уходит, а говорит это». «Это не зря», — закончила я. «Не зря», — кивнул Фермен и выпил молоко. А я выпила чай. Горячий. На пороге появилась фигура. Высокая, в очках, с книгой под мышкой. И, о чудо, с кувшином. Гаспар стоял в дверях, щурясь от света. «Я принес Гарвея и молоко. Я подумал, в городе говорят, что у вас в доме нужно молоко для Фермена. Для Фермена, хранителя дома. Он пьет молоко каждый день из блюдца». Гаспар моргнул. Потом посмотрел на стол, на 2 блюдца, на Фермена, который сидел на стуле. «Фермен», — сказала я, — «это Гаспар, библиотекарь. Он принес молоко». Фермен посмотрел на Гаспара, на кувшин. «3 блюдце», — сказал он. «Что?» — не понял Гаспар. «3 блюдце в шкафу. Достань. Для библиотекаря». Я достала, налила молоко из кувшина в 3 блюдце. Поставила на стол 3 блюдца. «Садитесь, Гаспар». «Я? Садиться?» «Да, к столу. Фермен справа, я слева, а вы посередине». «Между вами?» «Между мной и Ферменом. Это место для тех, кто носит книги и молоко». Гаспар сел аккуратно, поставил на стол кувшин и книгу, а руки на колени и молчал. «Ну», — сказал Фермен, — «молоко. Библиотекарь принес молоко». «Да», — кивнула я. «Может быть, ты не так уж и бесполезен?» Фермен отхлебнул из своего блюдца. «Для человека». «Спасибо, месье Фермен». Гаспар покраснел. «Месье!» Фермен закатил глаза. «Месье», он говорит, — «пей молоко, библиотекарь, и не капай на книгу». 3 блюдца на столе. 3 человека, если считать домового за человека, а я считала. Горячий чай, теплое молоко и Гарвей между ними. 2 шанс не зря. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!